Воу, друзья, 5 телевизоров, которые ну точно стоят своих денег. Это не топ-5 в диагоналях и не топ-5 по цене, а именно те телевизоры, которые спрашивают, а какой телевизор мне там, допустим, купить? У меня есть столько-то денег. Вот знаете, вот сегодня у нас будет именно 5 телевизоров, которые обитают, скажем так, в магазинах, но мы будем сегодня его рассматривать, конечно же, в интернете, потому что в интернете дешевле, чем в магазине. И зачастую в интернете, знаете, там думают, вот купить там стрёмно, поэтому вот для того, чтобы не стрёмно было покупать в интернете, мы сегодня и рассмотрим их именно конкретно, те телевизоры, которые стоят однозначно своих денег. И все это на канале Технозон. Поехали! Вообще, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши видео, и ссылки на проверенного продавца этих самых телевизоров с гарантией лежат в описании по видео. Но слушайте, я, конечно же, когда делал эту подборку для вас, многие из вас скажут, да что там смотреть, там, давайте самое лучшее. Я мог бы вам сказать, что можете покупать, например, телевизор LG OLED EVO G3. Это действительно крутой телевизор с обалденной яркостью, с OLED дисплеем. Ну и цена тоже обалденная, в 125 штук гривен. Да, там, это нифига себе, это в долларе, там вообще, давайте в долларе вам скажу. Может быть, нас кто-то смотрит сейчас из Европы, да, там 124 999, давайте в евро на 41, на 3000 евро. Я мог бы сказать, это хороший телевизор, всем покупать. Но давайте смотреть реально на вещи. Доходы не всегда соизмеримы с возможностями, именно с хотелками. И такой телевизор, он имеет место быть, но мы сегодня будем говорить именно о том, что имеет классное соотношение цены и качества. И, конечно же, мы с вами пойдем сразу и посмотрим на телевизоры LG. Объясню. Именно вот эта вот линеечка UR78206LK, она есть у нас здесь представлена в трех диагональках: 43, 50 и 55. Так вот, к LG в 50 дюймов вы можете уже прикоснуться за 19 тысяч гривен. И почему LG? Потому что это, конечно же, уплавнялочка, это, конечно, качество экрана, это, конечно же, цветопередача, которая у него есть. И на самом-то деле эта моделька, это 4К моделечка, у нас она с поддержкой HDR10, смотрите, у нас с Direct LED подсветочкой на WebOS, и само собой многие из вас скажут, что нужен, допустим, TV-бокс, да, и они будут правы. Если вы хотите реализовать там какой-то мега монструозный просмотр, то это, конечно же, TV-бокс. Но даже купив такую штучку, поставив на нее мега-го, ютубчик работает, можно лампу запилить. Но я об этом вам ничего не говорил, ни в коем случае, вы что? И смотреть даже без TV-бокса. Хотя, вот я говорю, с TV-боксом это будет вообще кайф. Если говорить о более каких-то точных характеристиках, то, например, 43-дюймовая модель у нас имеет VA-матрицу. Я вот 43 дюйма, это самый-самый дешевый вариант вот такого супер бренда 23 года, но он 8-битный. Тут 16 миллионов цветов, хотя вот именно, знаете, вот в диагонали 43, поверьте, разницы не видит никто. Когда мне рассказывают там 10 бит для 43 дюйма, зачем? Не знаю. Но чего-то хотят. Поддержка здесь HDR10 Pro, HLG, HDR, HDR10. И, кстати, сюда очень хорошо пойдут TV-боксы на AMLogic. Очень неплохо к нему пойдут. Неплох телевизор, но если мы посмотрим с вами уже на матричку, допустим, в 50 дюймов, смотрите, то у нас тут совсем другая ситуация. То есть мы берем тот же самый под и давайте посмотрим уже более близко. То 50-дюймовая у нас уже идет, там, кстати, 4-ядерный процессор, у нас уже идет 10 бит, 8 бит плюс FRC. Несмотря на то, что здесь VA-матрица, здесь очень широкие углы обзора. То есть удобно будет, если стоит это 50 или 55 у вас там, и вы смотрите где-то сбоку с дивана, у вас не будет никакого искажения. Обычно VA-матрица имеет более такие себе углы сжатые, но дело в том, что они научились сейчас делать с помощью пленки широкие углы, и действительно у VA, для меня у VA цветопередача интереснее. Напишите, кстати, в комментах, кто какой тип матрицы любит. VA, IPS, давайте там. Вот мне просто интересно, кто там на чем OLED, кто там смотрит, кто QLED. Но это самый дешевый вариант из LG, вот который я бы рассматривал. Если вам хочется бренд, то да, вот это вот классно, потому что 55-ку можно взять за 22 штуки гривен, и это будет уже очень неплохо. Она будет очень неплохо показывать. А вот следующий телевизорчик у нас это вот такой вот, знаете, топ продаж от Samsung. Я вам скажу, я здесь выбирал именно конкретно из топа продаж. Он представлен от 43 до 85 дюймов. И представляете, 65-ку
можно взять за 33 тысячи гривен. Меньше $1000 можно взять 65-ку. Что же это за телевизор? Это у нас, ну, грубо говоря, CU 7100. У меня часто спрашивали именно про этот телевизор, про эту серию. Это 4К телевизор, давайте так на секундочку. Это LED телевизор с поддержкой HDR, HDR10+. Это, кстати, немаловажная фишка Samsung, но всегда телевизоры Samsung, они у нас имеют вот этот вот Tizen, которому однозначно нужно покупать TV-бокс. Для меня это однозначный факт, но и цена. Допустим, 43-й Samsung, а Samsung яркие. Samsung всегда ярче делают, чем другие телевизоры, потому что Samsung нужно иметь большую яркость для реализации HDR10+. Всегда Samsung будет ярче, будь то там на квантовых точках, либо кристалл дисплеи их, либо любой другой тип экрана, который они выпускают. Если посмотреть там, допустим, 43-шечку, да, 43-ю диагональ от Samsung, ну 42,5 она идет, то это VI матрица на HLED, 178 градусов, у нас широкие углы. У нас 10 бит, 8 бит плюс FRC, здесь уже даже поинтереснее, чем в LG, с поддержкой, опять же, HDR10, HLG, HDR10+, сюда, например, Nvidia Shield не подойдет. Я вам сразу говорю, потому что у него нет HDR10+. Сюда подойдут ТВ-боксы хорошо на M-Logic, подойдут ТВ-боксы на ZIDU, и это будет очень даже неплохо. У нас здесь есть декодеры Dolby Digital Plus, и, честно говоря, вот это прикольно. А знаете, вот я сейчас вернусь немножко к LG, я вам забыл сказать, что у LG за столь низкую цену есть поддержка нативного Apple AirPlay. То есть в ТВ-боксах обычно это есть там у Apple, да, если брать Apple TV-бокс, то у LG есть Apple AirPlay. Вы можете конкретно нативно к нему подключаться. И плюс еще есть Miracast. Что еще в LG есть? Само собой, там поддержка вот этих всех Megogo, Netflix, Sweet, любых стриминговых сервисов, вплоть до Apple. Plex есть поддержка, то есть даже без ТВ-бокса вы там что-то можете смотреть. Но Samsung очень неплохие за свои деньги, и вот за 24 тысячи, за 23,5 тысячи взять 55-ку Samsung с ярким экраном с HDR10+. Да, там нет Dolby Vision, но вы можете, скажем так, смотреть на то, что здесь есть HDR10+. Это, в принципе, одного поля ягода. Это с динамическими метаданными. Дальше. Следующий телевизор, я вам скажу, меня заинтересовал. Почему? Потому что Hisense, именно эту модель, за 28 тысяч можно взять 65-ку. Вдумайтесь. 65 дюймов за 28 тысяч. Я вам сейчас расскажу про этот телевизор немножко больше. Если здесь 65-ка будет стоить 33 минимальная, в LG-шке ее вообще нету, там 55-ка у нас идет, то здесь 65-ка за 28 тысяч. И что в этой 65-ке есть? Это QLED экран, на секундочку, 4К. С Direct LED подсветкой, с базовой яркостью 300 кандел на метр квадратный, но дальше смотрите прикол. У нас здесь 10 бит, 8 бит плюс FRC, панелька у нас VA. Дальше у нас есть немаловажный момент, это Dolby Vision, HDR10, HDR10+, да, назвать здесь Dolby Vision мега правильным по яркости дисплея нет, но если вы хотите попробовать большой телевизор задешево, то это вот он. Это он, и вот поверьте, за этот размер это вообще отличная цена. У него есть поддержка Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Virtual X, Nikam Stereo, поэтому, да, у него еще уплавнялочка есть, мемсик есть, 4К апскейлинг, кстати, 4К апскейлинг тут у всех есть, поддержка YouTube Prime, но под него нужен TV-бокс, однозначно нужен TV-бокс, потому что на эту Vida, вот я очень-очень не люблю Vida, здесь есть игровой режим, она подходит. Ну как игровой режим, то есть здесь-то 60 Гц максимально, но с очень низкой задержкой. Поэтому она подойдет, там, допустим, для плоечки, для Xbox, ну базово как бы подойдет. Но телевизор за свои деньги отличный. А дальше у нас идет телевизор Philips 55 дюймов, PUS 8818/12, знаменитый телевизор. с Ambilight TV, Google TV, HDMI VRR, Dolby Vision, Dolby Atmos. При этом он у нас представлен от 50-ки до 85-ки. Да,
Да, здесь 65-ка стоит подороже, чем тот же Hisense. Ну, извините меня, здесь уже Google TV. Вам фактически не нужен TV-бокс. Здесь есть Ambilight, вот этот вот сзади, который там светится красиво. Ну, вообще топчик. Дальше. Кстати, можете здесь посмотреть, здесь есть рекламное видео. Дальше у нас здесь есть 120-герцовая матрица. 120 Гц. 120 Гц, ребята. И все это упаковано в Dolby Vision, в Dolby Atmos. Это 23 года моделька. Давайте посмотрим на Display Specification. У нас 16 гигабайт встроенного хранилища есть. Теперь 10 бит, 8 бит плюс FRC. У нас Direct LED подсветочка. Даже есть HDR10+, HDR10+, адаптив, HLG, HDR10, Dolby Vision. Ребята, здесь есть максимально все вот для комфортного просмотра. Есть уплавнялка, главное, чтобы вы понимали, у Samsung всегда есть уплавнялка у нормального Samsung. Поддерживает Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, короче, DTS Play-Fi. У него неплохой звук, кстати, у этого телевизора я слушал звук, и очень классно. У него есть AMD FreeSync Premium, есть Ambilight различные режимы, у него есть NVIDIA G-Sync, у него поддержка NVIDIA GeForce Now. И все это, на секундочку, все это, давайте посмотрим за какую цену. 55-ка за 37 тысяч. 65-ка за 46, а 50-ку можно взять базово за 35 тысяч гривен. И это действительно в сочетании с тем, что это и Google TV, и с Dolby Vision, Dolby Atmos, и с Ambilight, и с VRR для приставочек. Он подходит к приставкам, к игровым. И 120 Гц экранчик. Это прям топчик за свои деньги. Но и на вот следующий телевизор, последний, который рассматриваю в этом, скажем так, в нашей подборке, я вам скажу, телевизор неоднозначный. Для меня это QLED на мини-LED, скажем так, вот почему вот я его за 38 тысяч, это 55-ка, он дороже, чем остальные какие-то модельки, но тут меня именно интересует вот этот вот мини-LED, честно вам скажу, с достаточно неплохой яркостью, с матрицей в 100 Гц, вот он, смотрите. У него 500 кандел на метр. Ну, вообще здесь пишут до 120 Гц. Там идет, знаете, как 100/120. У него классная уплавнялка. У него 3 гигабайта на 32 хранилища. Хотя это немножечко устаревшая модель, да, там 21 года. Но вот он действительно стоит своих денег. Хотя можете мне написать, здесь 10 бит, 8 бит плюс FRC на мини-леде. Вот этот вот подсветка мини-лед, она совсем по-другому себя, это далеко не HD-LED, вот поверьте. И совсем по-другому вы там видите контраст. Здесь есть Dolby Vision HDR10+, Dolby Vision IQ. У него очень неплохой проц MTR9615 на Cortex A73. У него Android 11, ну правда со своей оболочкой, но при этом вполне возможно вам не придется туда ставить, скажем так, TV-бокс с поддержкой Dolby Atmos, с поддержкой Dolby True HD, вот о чем я говорю, с DTS HD и Onkyo Sound системы. Вот почему он стоит дороже. Когда меня спрашивают, там, кто там может, если у меня есть, допустим, саундбар, я хочу, не саундбар, а ресивер, да, поставить ресивер и получить с телевизора Dolby True HD, то вот он, вот этот вот телевизор. А вот что самое интересное, у него есть камера. Камера для общения через различные соцсети, и тут уже такое дело. Из дополнительных вещей AMD FreeSync, у него есть уплавнялочка MEMS, встроенный хромкастик, гейм-режим для игр. Короче, ребят, очень прикольная штука, я вам его советую. А в принципе это была подборка наша, а вы советуйте в комментарии вашу подборку. Можете полазить по сайту, даже поскидывать нам в телеграм-канал свои, скажем так, предпочтения в виде ссылочек. Ну а с вами был Бабл, ссылки в описании под видео, на канале Технозон. Пока.